Друзья, как вы знаете, я давно уже снимаю различные обзоры на технику, и бывали у меня множество всяких там девайсов на обзоре, но единственное, что я еще не снимал за все время, это автомобили и смарт-часы. С первым тут все понятно, это вряд ли появится в ближайшее время на канале, а вот смарт-часы это, пожалуй, весьма актуальная тема, да и еще с приближением лета, где активно начинают люди заниматься спортом или просто начинают путешествовать, отдыхать на природе и так далее. Я считаю именно сейчас очень уместным поднять тему смарт-часов. И сделать это хотелось бы на примере передовой и современной модели от Sega Design и Huawei. Для тех, кто не в курсе о принципе работы смарт-часов, то есть вкратце, то в нашем случае часы Sega Design предоставляют владельцу информацию о состоянии здоровья и уровне физической активности, а также дают интеллектуальную аналитику различных параметров от ритма пульса до степени усталости и так далее. Разумеется, в начале видео хотелось бы сперва обсудить комплектацию устройства, качество сборки и основные характеристики. Итак, что насчет комплектации, то, как вы заметили, в момент распаковки у нас имеются сами смарт-часы Sega Design, далее зарядное устройство, включая шнур для зарядки смарт-часов, также имеются запасные ремешки 2 штуки, гарантийный талон и, разумеется, инструкции. Закрепить корпус часов на запястье можно при помощи комплектных ремешков с классической застежкой и системой быстрой замены. В комплекте у нас, как я уже сказал выше, идут сразу 2 ремешка. Первый — это силиконовый ремешок, он гибкий, моющийся, более подойдет для занятий спортом и молодежи, и второй — это нейлоновый ремешок. Также он довольно легкий, из дышащих материалов и не способствует запотеванию запястья и так далее. Мне лично нравится именно второй вариант. Также в комплекте далее все стандартно, это зарядное устройство, и оно здесь такое же, как у большинства моделей, просто примагничивается к корпусу коннектор беспроводной, и с иной стороны заряжается само устройство через любой USB-блочок. Сам же корпус часов от Sega Design — это настоящая киберброня. Фактурная прочная конструкция плюс метрическая рамка образуют прочный защитный механизм. Кстати, эту рамку защитную можно снять и также надеть по желанию. Это разборная конструкция, а сам корпус часов изготовлен из нержавеющей стали 316L. Плюс при этом нанесено алмазоподобное углеродное покрытие, а также его внешняя часть прошла зеркальную полировку. И, разумеется, такой корпус имеет водонепроницаемость, влагостойкость и защиту от пота и коррозии. Здесь тонкий, стильный и универсальный корпус из высококачественных материалов, выполненный на высокоточном оборудовании, что сразу заметно при детальном рассмотрении часов именно сблизи. Из ключевых характеристик, которые хотелось бы сразу отметить в данных часах, это цветной сенсорный AMOLED-дисплей на 1,32 дюйма с сапфировым стеклом и разрешением 466 на 466. Это яркий, действительно качественный большой дисплей круглой формы, на котором отлично читается текст, что в закрытом помещении, что на ярком солнце. Также из дополнительных функций, разумеется, я бы отметил сплит-хронограф, таймер, барометр, акселометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма, датчик внешней освещенности, компас, автоматически работающий пульсометр плюс датчик для измерения температуры кожи тела. Одним словом, полный набор всевозможных датчиков, что существует в современных смарт-часах. И, разумеется, синхронизация часов со смартфоном, например, iPhone или на Android, происходит через Bluetooth 5.2, а уже после синхронизации можно настроить по своему желанию циферблаты, уведомления, оповещения, календарь, погоду, управление воспроизведением музыки, поиск телефона и прочие полезные функции по вашему желанию. Что насчет аккумулятора, то в моих часах имеется довольно живучий аккумулятор, и общее время работы при нормальном режиме, обычном, это в среднем я считал 7 дней, то есть неделя. При интенсивном же режиме работы, активном, примерно 4 дня держится заряд. Это очень даже немало, поверьте мне. Ну окей, далее дизайн. Внешне 46-мм устройство имеет довольно брутальный облик, складывающийся за счет массивности стального корпуса. Вдвойне эффектным и солидным делает вид как раз та самая металлическая рамка вокруг экрана. В моем случае она позолоченная, но есть также хромированная. Устройство сидит на руке максимально комфортно, удобно, вес чувствуется, но в меру. Да и сам размер часов я бы назвал, наверное, средним. Из важных особенностей я бы отметил, что часы работают под управлением новой версии операционной системы Huawei Harmony OS 4.0. И отличий от предыдущих версий, правда, у нее не так уж и много. И самое важное именно новшество, это как раз именно что касается подключения к смартфону. Тут все у нас именно стабильно хорошо, поскольку давно уже никаких проблем с этим ни на Android моделях, ни на айфонах не возникает. Если смартфон не распознает часы автоматически, то можно воспользоваться QR-кодом
кодом на часах, и все у вас получится. С точки зрения функциональности модели, именно прием и совершение телефонных звонков, то сигнал у нас идет через подключенный смартфон, и собственная сим-карта здесь не поддерживается. Получение сообщений и уведомлений происходит в связке со смартфоном на Android, именно в моем случае, и при помощи Harmony OS возможны ответы на сообщения прямо с часов. При этом автоматически измерять свой пульс, кислород в крови, уровни стресса, температуры поверхности кожи и дыхание во время сна. А также можно измерять, крутая опция, это анализ потребления калорий. В принципе, существует множество аналогичных приложений для смартфонов, все не дают возможность записывать данные, чего и сколько вы съели в течение дня, и при этом можно высчитывать количество калорий. Но в данном случае на часах вы получаете примерно то же самое, но только с более удобным доступом к информации. Вводить ее все равно надо через смартфон, но зато на часах все отображается в понятном виде. И вдобавок информация оказывается даже не под рукой, а на самой руке, что довольно удобно. Ну окей, друзья, ладно, в конце давайте сделаем с вами небольшие выводы. Итак, проведя с этими часами чуть больше месяца, хотелось бы с вами резюмировать свои наблюдения. Что же мы имеем в результате? И в общем-то изящный привлекательный дизайн, широкая функциональность, хотя и без супер инновационных нововведений. Далее достойная продолжительность автономной работы и, конечно же, крепкий прочный корпус и механизм сборки часов. Вот, пожалуй, основные плюсы модели Siga Design. Это в целом получилась сбалансированная модель с универсальным внешним видом и широкой комплектацией прямо из коробки. Что касается последнего, особенно я бы отметил комплектные ремешки. Они очень удобны, и их сразу из коробки 2 штуки на ваш выбор, что довольно приятные мелочи. На этом, друзья, у меня, наверное, больше нечего добавить. Если вам было интересно, то ставьте лайк. Ссылки на данные часы я оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите. Ну а я уже вернусь очень скоро с интересным ноутбуком и небольшим конкурсом для подписчиков. Всем еще раз удачи и до новых встреч на канале. Пока-пока.